Привет! Представь, ты оказался среди самых древних строений на Земле, о которых большинство людей даже не слышали. Сегодня ты откроешь для себя таинственный мир архитектуры, где каждое здание хранит секреты, которые могут изменить наше представление о прошлом. Мы увидим грандиозные храмовые комплексы и даже проберемся в скрытый подземный лабиринт, который ставит перед учеными множество вопросов. Но самое удивительное, где-то здесь обычный хлопок может заговорить с природой. Не отрывай глаз, впереди много интригующего. Деренкую, огромный подземный город, вырезанный прямо в мягких вулканических породах, представляет собой сложную сеть туннелей и комнат, распределенных по меньшей мере на 8 этажах под землей, хотя некоторые исследования предполагают, что уровней может быть до 20. По оценкам различных экспертов, Деренкую могло одновременно укрыть до 20 тысяч человек вместе с запасами пищи и скотом. Полноценный город-бункер на случай непредвиденного апокалипсиса или нападения зомби, но на деле там жили самые обычные люди, и никакой конец света не загонял их под землю прятаться от неминуемой гибели. Но одной из наиболее впечатляющих характеристик Деренкую стала его система вентиляции. Она настолько хорошо продумана, что даже на самых нижних уровнях подземелья можно дышать так же свободно, как на поверхности. Удивительно, как древние инженеры смогли спроектировать столь сложную и эффективную систему вентиляции без современных технологий и оборудования. И этот факт до сих пор остается загадкой для ученых и исследователей, ведь непонятно, как человечество могло несколько тысяч лет назад продумать все до таких мелочей. Let's go. Обычно в таких пещерах очень затхлый воздух, из-за чего прожить там даже пару дней очень трудно. Очень интересные достижения древней цивилизации, не так ли? А следующий удивительный объект расположился в Британии, на северо-западе Франции. Там находится одно из самых загадочных мест в Европе – массивные поля менгиров. Эти вертикально стоящие каменные столбы, выстроенные в длинные ряды, представляют собой одну из самых внушительных археологических находок. На полях расположено более 3000 таких камней, что делает их одним из крупнейших собраний подобных конструкций в мире. По предположениям ученых, менгиры были установлены в период неолита, около 6000 лет назад. Это время, когда человечество только начинало осваивать земледелие и формировать первые поселения, что придает этим мегалитическим сооружениям особую историческую ценность. Сами камни варьируются в размерах, от крошечных, едва достигающих 1,5 фута, до внушительных 15-футовых гигантов. И тут у меня возникает вопрос, а как вообще их доставили туда? Даже ученые так и не смогли однозначно определить, для чего и как древние люди выстраивали эти мили ровных рядов камней. Существует несколько теорий. Некоторые считают, что это была календарная система, помогающая отслеживать важные астрономические события. Другие предполагают, что это было религиозное святилище или место для поклонения. Есть и более фантастические гипотезы, связанные с древними ритуалами и обрядами. А еще у этого места есть одна интересная легенда. Согласно ей, римский полководец Мерлин превратил целый римский легион в камни. Но лично мне кажется, что это уже реально вымысел и легенда, которую придумали, чтобы завлечь побольше туристов. Come on, man. Ведь ни одного доказательства этому не обнаружено. Но даже так, все равно остается много вопросов касательно этих камней. А сейчас я бы хотел рассказать вам о еще более интересном месте. Гёбекли-Тепе стало настоящей загадкой для ученых, ведь это место одно из самых древних и загадочных археологических мест на Земле. Этот уникальный культовый комплекс датируется примерно 12 тысячами лет, что делает его на тысячелетия старше как пирамид Египта, так и Стоунхенджа, и в то же время переворачивая представление о развитии ранней цивилизации человека. Структура Гёбекли-Тепе поражает. Она состоит из крупных каменных столбов Т-образной формы, которые расставлены в виде кругов. Эти столбы украшены барельефами, изображающими различных животных, что еще раз говорит нам о высоком уровне мастерства и художественного вкуса их создателей. Некоторые из столбов достигают высоты до 16 футов и весят до 10 тонн. Одной из главных загадок Гёбекли-Тепе является вопрос о том, как охотники-собиратели, жившие задолго до изобретения сельского хозяйства или формирования городов, смогли создать столь сложные и масштабные сооружения. Это место опровергает традиционные представления о том, что только развитые и оседлые аграрные общества могли возводить крупные культовые комплексы. Кстати, именно эти несостыковки наталкивают на мысли о существовании высших цивилизаций. По крайней мере, вокруг этого места витает огромное число теорий заговора. А еще
Еще один интересный факт о Göbekli-Tepe заключается в том, что его открытие и изучение привели к серьезному пересмотру теорий о ранней истории человечества. Археологи и историки вынуждены были признать, что организационные способности и религиозные взгляды древних людей были значительно сложнее, чем предполагалось ранее. Слишком много тайн и загадок подкинуло это место. Тикаль – одно из самых завораживающих археологических мест в Северной Гватемале в регионе Петен. Что это такое? Это место представляет собой один из крупнейших древних городов цивилизации майя. Он расположен там, где джунгли окутывают остатки великолепных пирамид, храмов и дворцов. И как же красиво смотрится это сочетание природы и монструозные творения человеческих рук. Этот город был основан примерно в IV веке до нашей эры, а рассвет жизни в этом месте пришелся на период с VI по IX век уже нашей эры. Ведь именно в этот момент город стал настоящим культурным центром цивилизации майя. В этот период город расширил свои границы и архитектурное великолепие, став одним из крупнейших майя-центров своего времени. В Тикале насчитывается более 3000 различных строений, от небольших жилищ до величественных храмов-пирамид, высота некоторых из которых достигает более 200 футов. Один из самых известных и посещаемых участков в Тикале – это Большая площадь, где расположены два великолепных храма, стоящие друг напротив друга. Эти два храма создают уникальную и впечатляющую панораму, которая олицетворяет искусство и архитектурное мастерство майя. Храм 1, известный как Храм Великого Ягуара, и Храм 2 или Храм Масок, являются истинными шедеврами древней архитектуры. Они не только символизируют религиозное и культурное значение, но и служат примером сложной инженерии и строительных навыков майя. Думаю, благодаря этому городу ученые смогли намного больше понять о цивилизации майя. Следующий по списку у меня Боробудур. Это огромный буддистский храмовый комплекс, который расположенный на острове Ява в центральной части района Магелланг. Кстати, он считается самым крупным во всем мире. Это великолепное архитектурное сооружение, построенное в форме гигантской мандалы, является выдающимся примером буддийской архитектуры и символизма. What? Который привлекает исследователей, паломников и туристов со всего мира. Лично мне, очень уж нравится то, как выглядит весь этот комплекс. Особенностью Боробудура является его уникальная структура. Храм состоит из 9 уровней, 6 квадратных и 3 круглых, венчающих постройку, что символизирует буддийское учение о пути к просветлению от мира страданий к нирване. На каждом уровне расположены сотни ступ и статуй Будды, каждая из которых имеет свое значение и направлена на усиление духовных размышлений и медитаций. Храм высотой около 100 футов украшен более чем 2000 барельефов, на которых изображены различные сцены из жизни Будды и исторические события тех времен. Эти барельефы не только являются произведениями искусства, но и служат религиозными текстами, которые рассказывают верующим о моральных и этических принципах буддизма. Интересный факт о Боробудуре. Спустя столетия после его строительства, возможно из-за извержений близлежащих вулканов или социальных изменений, храм был покинут и заброшен. Он оставался практически забытым до 19 века, когда был первооткрыт снова сэром Томасом Стэмфордом Раффлзом, британским колониальным администратором, который оказался заинтригован этим затерянным чудом. Bro, what are you talking about, man? С тех пор Боробудур был частично реставрирован и признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И, естественно, это место посещает огромное количество туристов. Хотел бы и я там побывать. Дальше я бы хотел вам рассказать про Мачу-Пикчу. Это знаменитый город инков по праву занимает особое место среди археологических чудес мира. Он расположен высоко в Андах Перу на высоте около 1,5 миль. И весь этот город просто сводит с ума всех любителей тайн и теорий заговоров. Дело в том, что город состоит из более чем 200 зданий, включая храмы, дворцы и террасы для земледелия, которые демонстрируют продвинутые знания инков в области архитектуры, земледелия и водоснабжения. Они создали сложную сеть водных каналов, которая до сих пор вызывает восхищение ученых. Искусное расположение террас позволяло заниматься сельским хозяйством на крутых склонах, обеспечивая продовольствие жителям этого удаленного города. Одной из загадок Мачу-Пикчу является причина, по которой этот город был заброшен. До сих пор не ясно, почему его жители оставили такое благоустроенное и защищенное место, которое к тому же осталось невидимым для
испанских конкистадоров. Считается, что уникальная топография и отдаленность Мачу-Пикчу помогли скрыть его от внешнего мира на несколько веков, пока его не открыл в 1911 году американский исследователь Хайрам Бингем. С тех пор Мачу-Пикчу превратился в одну из самых посещаемых туристических достопримечательностей в мире, привлекая миллионы посетителей, которые приезжают, чтобы взглянуть на его грандиозные руины и впитать красоту окружающих пейзажей. Okay. Кстати, это поселение внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А как вам это место? Пишите в комментарии. Нан-Мадол в Микронезии, часто именуемый как Венеция Тихого океана, стал одним из наиболее уникальных археологических мест в мире. Этот древний город на воде построен на примерно 100 искусственных островках, которые соединены между собой узкими каналами. Вся эта конструкция выполнена из массивных базальтовых блоков, создавая захватывающую картину инженерного искусства древности. Я когда впервые увидел фотографии этого места, был просто в шоке. Как человечество вообще смогло построить нечто подобное в древности, да еще и посреди океана? Дело в том, что история Нан-Мадол начинается примерно в 8 веке нашей эры, хотя наибольший расцвет культурного и социального развития острова приходится на 12 век. Do me a favor, please. Get out of here. В этот период здесь возник сложный городской ландшафт с мегалитическими стенами и множеством сооружений, представляющих собой выдающийся пример древнего градостроительства. Одной из самых загадочных особенностей Нан-Мадол является технология возведения стен из огромных базальтовых бревен. Эти камни добывали в другом месте, после чего транспортировали по морю на остров, что требовало колоссальных усилий и организации. Методы, с помощью которых древние строители смогли не только транспортировать, но и точно укладывать тяжелые базальтовые блоки, до сих пор остаются загадкой для ученых и археологов. Get out of here, man. А вы бы хотели посетить это место вживую? А дальше в моем списке Ангкор-Ват. Это еще один огромный религиозный комплекс, расположенный недалеко от города Сием-Реап в Камбодже. Построенный в начале XII века при правлении короля Сурьявармана II, первоначально храм был посвящен богу Вишну и служил индуистским культовым сооружением, но позже Он был преобразован в буддийский храм. И я крайне сильно удивлен от размеров этого комплекса. Раскинувшийся на площади около 200 гектаров, Ангкор-Ват включает не только сам основной храм, но и множество прилегающих строений, включая дополнительные храмы, дворцы и водоемы, каждый из которых представляет собой произведение архитектурного искусства. Этот храмовый комплекс славится своими впечатляющими барельефами, изображающими мифологические сцены из индуистских эпосов, таких как Рамаяна и Махабхарата, а также башнями, символизирующими священную гору Меру, центральную ось мира в индуистской космологии. Архитектура Ангкор-Вата поражает не только своей масштабностью и красотой, но и удивительной геометрической точностью. Здания комплекса ориентированы строго по сторонам света, что, по мнению многих ученых, не было случайностью. Существует гипотеза, что такая точная ориентация и расположение строений могли служить своеобразным астрономическим кодом, I don't think you have the facilities for that, big man. которые использовали древние кхмеры для определения важных астрономических дат и событий. Ну что, пора бы уже заканчивать, поэтому я расскажу о последнем удивительном месте. Чичен-Ица, расположенный на полуострове Юкатан в Мексике, является одним из наиболее значимых и впечатляющих археологических мест, связанных с цивилизацией майя. Этот древний город достиг своего расцвета около X века нашей эры и сегодня известен во всем мире благодаря своей знаменитой пирамиде Кукулькана, также известной как Эль-Кастильо. I'm here to tell you right now. Пирамида Кукулькана возвышается на высоту примерно 100 футов и является центральной фигурой в архитектурном ансамбле Чичен-Ица. Она примечательна не только своими размерами и дизайном, но и уникальным астрономическим значением. В дни весеннего и осеннего равноденствия по боковым граням ступеней пирамиды создается тень, которая напоминает ползущую змею. Это явление привлекает тысячи туристов и исследователей, желающих стать свидетелями этого великолепного зрелища. Меня этот факт тоже очень сильно привлекает и интересует. Правда, в Мексике я ни разу не бывал, но очень хотел бы. На территории Чичен-Ица также находятся другие значимые объекты, включая поле для игры в мяч, которое было важной частью культурных и религиозных практик майя. Священный колодец Синод, использовавшийся для жертвоприношений, и даже обсерватория Караколь, демонстрирующая продвинутые астрономические знания древних майя. Все это сильно привлекает внимание ученых и туристов. А одним из наиболее удивительных аспектов Чичен-Ица является акустический эффект у подножия пирамиды Кукулькана. Если хлопнуть в ладоши стоя перед ступенями пирамиды, эхо отражается таким образом, что звучит крайне сильно напоминает крик Квезеля, священной птицы майя.
Этот феномен до сих пор вводит в ступор туристов и ученых. We don't care. Как можно было настолько точно просчитать все геометрические формы, чтобы искажать звук настолько сильно? Непонятно и загадочно все это. Все эти древние сооружения по-своему поражают воображение, то ли своей размерностью, то ли многотысячелетней историей, то ли сверхточной архитектурой, не укладывающейся в наше понимание примитивных технологий прошлого. А как вам эти структуры? Пишите в комментариях свои мысли, а также отмечайте, если хотели бы увидеть продолжение. Ну а я лишь еще раз отмечу тот факт, что даже несколько тысяч и лет назад вполне спокойно могли существовать профессионалы, которые и возводили все эти сооружения. Кстати, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.